Керем Бюрсин вновь оказался в центре внимания. На этот раз благодаря своему появлению на обложке апрельского номера журнала Элли Мен Арабия. Но дело не только в харизме и стильных снимках, которыми он украсил страницы издания. Самое обсуждаемое – его обновленный образ, вызвавший фурор в соцсетях и среди поклонников. Новый стиль актера разделил фанатов на два лагеря. Одни считают, что он и так был привлекательным, тогда как другие приветствуют трансформацию. Так или иначе, Керем вновь оказался в числе самых обсуждаемых звезд. На страницах Элли Мен Арабия Керем продемонстрировал не только свою обновленную внешность, но и неподдельную уверенность, энергетику и чувство стиля. Его позы излучают силу и харизму, качества, которые уже давно сделали его любимцем не только у зрителей, но и в мире моды. Команда, которая принимала участие в подготовке журнала, выразила свою благодарность Керему за его искренность. Стилист Дженнифер Коломони, работавшая с актером во время съемки, поделилась совместным фото, сопроводив его теплыми словами. «Спасибо тебе за то, что сделал мою работу такой легкой. Это и вовсе не ощущалось как работа». Представляем вашему вниманию полный текст интервью Керема журналу Элли Мен Арабия, где он откровенно рассказывает о том, как история любви во время пандемии превратила его в мировую звезду, а также как ему удается совмещать мечты о Голливуде с корнями в Стамбуле. Вопросы и ответы будут представлены в виде цитат, чтобы сохранить точность и не исказить смысл сказанных слов. Вопрос репортера. Ты родился в Стамбуле, но значительную часть детства провел за границей. Как воспитание в разных странах повлияло на твой взгляд на актерство и что изначально тебя привлекло в этом ремесле? Керем. В детстве мне выпала возможность не просто видеть разные культуры и страны, но жить в них и взаимодействовать с ними. Это сильно повлияло на мой профессиональный путь как актера, просто потому, что сформировало меня как личность. Я вырос в семье, которая любила кино. Мы часто смотрели фильмы вместе, и я прекрасно помню, как в детстве был им очарован. Честно говоря, я всегда мечтал заниматься этим искусством, но по-настоящему осознал, что такое актерство и какие задачи стоят перед актерами в разных ролях только в старшей школе, благодаря моей учительнице драмы, госпоже Курзим, которая фактически направила меня на этот путь. Репортер. Свою первую актерскую практику ты получил в Лос-Анджелесе, снявшись в 2 фильмах Роджера Кормана. Каков был этот опыт и как он повлиял на твое понимание индустрии? Керем. Хотя я и работал с Роджером, я тогда еще не осознавал, какой вклад он внес в индустрию развлечений Голливуда на протяжении десятилетий. Сейчас, вспоминая пробы и съемочный процесс, мне становится даже немного смешно. Это был Роджер и только Роджер. Все, что могу сказать, я был счастлив работать с ним. Репортер. Твое возвращение в Турцию стало поворотным моментом в твоей карьере. Расскажи, как ты получил свою первую главную роль в сериале «Güneşi Beklerken». Керем. Я вернулся в Турцию по 2 причинам. Во-первых, мне нужно было пройти обязательную военную службу. Во-вторых, я хотел заново открыть для себя родной город Стамбул и почувствовал, что мне нужно немного отдохнуть от Лос-Анджелеса. Спустя несколько месяцев, когда я уже готовился возвращаться в Америку, мне позвонила кастинг-директор, с которой я встречался раньше, и пригласила на пробы. Я сказал ей, что скоро уезжаю обратно. Но она настаивала. По ее словам, я идеально подходил для этой роли, и она очень хотела, чтобы я попробовал. Все это вылилось в нечто большее. Я получил роль, которая и дала старт моей профессиональной карьере. Репортер. Чувствовал ли ты давление доказать свою состоятельность в турецкой индустрии развлечений? Керем. Думаю, мне повезло с проектами и людьми, с которыми я работал. Хотя я уже 13 лет в турецкой индустрии, я, если честно, никогда не чувствовал давления со стороны самой индустрии. Мое единственное настоящее волнение и ответственность перед зрителем. Я делаю это не ради индустрии, а ради тех, кто смотрит и будет смотреть. Все давление только здесь.
Репортер. В 2020 году ты стал настоящим любимцем публики благодаря сериалу «Сянчал КПМ». Как изменилась твоя жизнь после этой роли, как в профессиональном, так и в личном плане? Керем. Это был проект, успех которого не ожидал никто из нас. Помню, когда начало съемок, я стремился создать на площадке позитивную атмосферу. Поскольку все происходило во время пандемии, мы понимали, что у нас есть шанс поддержать людей, дать им что-то доброе, что будет радовать в такое сложное время. Мы хотели подарить зрителям несколько часов в неделю, чтобы отвлечься от тяжелой реальности и просто насладиться происходящим на экране. Осознание того, что мы смогли это сделать для такого количества людей по всему миру, это чувство, которое невозможно описать, оно бесценно и приносит огромную радость. Репортер. Эта роль принесла тебе всемирную известность. Ты ожидал такого успеха? Керем. В турецких сериалах никто не может заранее знать, что станет мировым хитом, а что нет. Но ты всегда чувствуешь, что потенциал есть. Поэтому я не могу сказать, что ожидал такого или даже задумывался об этом. Мне просто доставляло огромное удовольствие играть Серкана Болата. Наша сценаристка Айши Кутлу Önер проделала фантастическую работу. Она создала персонажа, в котором у меня была свобода развиваться. Я с удовольствием придумывала для него детали, привычки, мелкие особенности. Это была настоящая радость – быть Серканом. Репортер. У каждого из нас бывают те самые невероятные моменты, когда все кажется нереальным. Каким был для тебя самый незабываемый момент в карьере на сегодняшний день? Керем. Таких моментов было немало. Иногда я ловлю себя на мысли с удивлением, я ведь в детстве смотрел этого актера по телевизору, а теперь мы вместе ужинаем или болтаем. Это безумно. Я действительно обожаю моменты, когда могу взаимодействовать с людьми, которые поддерживают меня и получают удовольствие от моей работы. Мне, кстати, не очень нравится слово «фанаты». Но если говорить об особенно ярком и свежем моменте, то это когда Amazon выбрал наш фильм «Голубая пещера», который я написала вместе с другом Османом Кая, и моя продюсерская компания получила зеленый свет на съемки. Находиться на съемочной площадке, видеть, как воплощаются в жизнь сцены, которые мы днями обсуждали, будь то развитие событий, реплики героев или повороты сюжета, это было не просто вдохновляюще, а по-настоящему сюрреалистично. Особенным этот момент сделал и тот факт, что режиссером фильма стал Алтан Дönmez, тот самый человек, который дал мне первый большой шанс в Турции, поверил в меня и снял мой первый проект «Güneşi Beklerken». Это был идеальный момент, очень странный, очень сюрреалистичный. Кстати, он же снимал и «Сянчал КПМ», а также другие проекты, в которых я участвовал. Репортер. Мы часто видим тебя в разных образах, и на красной дорожке, и в повседневной жизни. Как бы ты описал свой стиль? Керем. Когда речь заходит об одежде, я довольно простой. Для меня меньше значит больше. Дай мне джинсы, рубашку и ботинки, и все, мне этого достаточно. Репортер. Как, по-твоему, понятие «вечная элегантность» перекликается с тобой, будь то в моде или в профессиональном подходе? Керем. Я считаю, что вечная элегантность – это и есть ключ к настоящему успеху. Она исходит из личности. Я не из тех, кто верит, что стиль или работа определяют меня. Напротив, это моя личность определяет все остальное, а стиль и профессиональная деятельность лишь продолжают и подчеркивают ее. Репортер. Твои любимые фильмы всех времен? Керем. Ох, это очень сложный вопрос, их слишком много. Но вот некоторые из них. There Will Be Blood, The Great Dictator, Kramer and Kramer, The Prestige, Apocalypse Now, Hook, Killing Them Softly, No Country for Old Men и, конечно же, The Big Lebowski. Репортер. Кого из кинозвезд ты считаешь своими наставниками или примерами для подражания? Керем. Это без сомнения Дэниел Дэй-Льюис, Виола Дэвис, Халюк Бильгинер, Роберт Редфорд,
Мэтт Дэймон и еще многие другие. Каждый из них оказал на меня влияние по-своему. Репортер. Какие жанры ты чаще всего смотришь на Netflix? Керем. Трудно выбрать один. Ужасы, научная фантастика, документальные фильмы. Я обожаю погружаться в мир кино, для меня это целая вселенная. Репортер. Если бы ты мог пригласить 3 режиссеров на ужин, кого бы ты выбрал? Керем. Это тяжело, но, пожалуй, Эндрю Доминик, Роберт Эггерс, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, хотя 3 это слишком мало. Репортер. Какую роль тебе особенно хотелось бы сыграть? Керем. Наверное, какую-нибудь неожиданную, нетипичную для меня. Что-то, что удивит и меня самого, и зрителя. Отметим, что до фотосессии для журнала «Элли Арабия» Керем провел месяц со своей семьей в США. Актер также успел навестить своих друзей в Лос-Анджелесе. Несмотря на слухи о разрыве со своей девушкой Мелиссой Топан-Сабанджи, стало известно, что они продолжают встречаться. В настоящее время Керем рассматривает предложения о новых сериалах и фильмах, включая проект «Адая Пэм». Имя Керема Бюрсина фигурирует в списке претендентов на роль Корана в новом сериале «Ашк» для Disney+. В центре сюжета – история успешной бизнесвумен Айлин, роль которой уже получила Бирджи Акалай. Первый эпизод сериала откроется сценами из Мадрида, а совсем скоро нас ожидает премьера нового сериала Керема с Гюбсе Озай и Öykü Караель в главных ролях. Сериал под названием «Платоник» выйдет на платформе Netflix. Пишите в комментариях, как вам новый образ Керема и какой проект вы ждете больше всего. Спасибо за просмотр.